Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как легко и быстро укоренять черенки герани. Укоренять так, чтобы корешки появились через неделю, 10 дней. У меня есть два проверенных способа. Даже не способа, а два средства, которым я пользуюсь удачно, и корешки появляются довольно хорошо и быстро. Давайте я вам с вами сначала покажу вам, что вот я укореняла этим черенкам 2 недели, и какая у них хорошая уже корневая система. Смотрите, как много корешков появилось. Это плющелистная пеларгония. Я ее все обрезала, как она цвела, и довольно вот хорошо у нее появились корешки. Хорошо приживается. Потом я сделаю еще видео, как ее пересадить в стаканчики побольше. Вот посмотрите, как много корешков. Укоренять можно в стаканчике как 50 мл, так в стаканчике 100 мл. Больше я не советую, так как чем больше стаканчик, тем дольше у вас корешки будут расти, и тем дольше вы их не увидите. Потому что пеларгония или герань, она начинает трогаться в рост только тогда, когда вот почувствует корнями стенки стаканчика или горшка, который укоренялся. Давайте с вами я вам покажу сейчас горшок. Герань, которую будем подрезать, это розубаудная герань. Она вот буквально отцвела, цветы у нее завяли. Красивая была, очень розовенькая такая. Сам куст очень большой стал, за лето подрос прилично. У нее разветвилось 3 ствола, и вот мы их сейчас срежем. Посмотрите, какая она большая. Вот я ее положила, чтобы в кадр попало целиком растение. Она вот около 60 сантиметров в высоту. Довольно огромная. Она мне такая не нужна. И мы ее сейчас будем укорачивать. Эти черенки мы будем потом садить. Я вам покажу, как я сажаю их, чтобы они наверняка быстро дали корни. Как правильно обрезать? Лучше всего между листьями. Никогда не ошибетесь. Между двумя листами обрезаете посерединке. Такие черенки легко укореняются. Единственное, я не люблю, когда срез возле междуузлия, то есть где листик заканчивается, там вот такие черенки у меня плохо приживаются, практически вообще не приживаются, гнить начинают. Поэтому я рекомендую, чтобы стволик голый оставался, не с листами. Такие черенки лучше корни дают. Это по опыту. А как у вас получается, я не знаю. Вот я стараюсь обрезать посередине. Особенно, когда расстояние между узлями небольшое. Так, срезаем. Иногда ствол уже дременеет, так как герань за лето отросла, мощная стала, большая. Листики у нее покраснели. Она на балконе стояла. Там у нас, я живу в Сибири, у нас сейчас холодно. Температура ночная падает до +3, иногда 0. Поэтому она вот так вот покраснела, пожелтела. Цветочки у нее завяли. И вот пришло время ее обрезать. Красивая довольно герань. Присмотритесь к этому сорту. Сванлана. Вот, как видите, я ей оставила немного. Она не совсем лысая у нас, так что еще много новых отросточек у нее нарастет. Черенки, чтобы хорошо прижились, надо убрать лишние листья. Достаточно оставить 2-3 листа. Все, больше черенку не надо. 2 листика. Вот видите, срез. Листики удаляем сразу. Я их обламываю у ствола всегда. Вот у нас получилось.
5 штук. Делаем дырочки в стаканчиках. Стаканчики я взяла на 100 мл. Видно, что это примерно 100 мл. Один стаканчик я кладу в другой стаканчик. Зачем я это делаю? Ну, чтобы вода, если лишняя появилась, она стекала в другой стаканчик. Плюс они у меня стоят на полках, вот эти стаканчики под лампами. И чтобы вода, когда стекала, ну, если без стаканчика, не попадала на освещение. Укореняю я фитоклоном. Это специальное средство для стимуляции роста корней. Очень эффективное, очень хорошо помогает. Даже королевскую герань хорошо стимулирует корнеобразование. Я им пользуюсь уже, ну вот, с мая. Вот у меня осталось уже немного, так, потому что я тут целую коллекцию укореняла. И это средство очень эффективно помогает. Сейчас я вам покажу, как им правильно пользоваться. Вставляем наш черенок, помакаем. Буквально чуть-чуть, чтобы срез вот намочился. И втыкаем черенок в землю. Вот. Но это еще не все. То есть этого иногда бывает недостаточно. Меня вот все говорят, что черенки очень долго укореняются, не меньше месяца. Не знаю, всегда за неделю, 10 дней все отрастает. Бывают, конечно, капризные сорта. Вот, например, королевскую пеларгонию я мучилась в мае, но даже она хорошо укореняется с этим средством. Макаем. Средство, насколько мне не изменяет память, стоит около 100 или 150 рублей. Я брала на Wildberries, сейчас я не знаю, какие цены. Я потом еще буду добирать. Наверное, уже весной в следующем году. Сейчас мне уже не надо. Вот. Закрываем, храним. Он достаточно долго хранится. Очень эффективное средство. Советую вам. Отлично помогает. Фитоклон. Укореняет не все черенки. Например, черенки фиалки. Мне не получилось этим средством укоренить. Ну, вот только для герани я его использую. Фикусы на него тоже как-то не очень хорошо реагируют. Ну, как не очень, вообще никак. То есть они как-то сами хорошо растут без фитоклона. Приминаем слегка землю в стаканчиках. Землю я использовала чистый торф с перлитом для укоренения. Также надо наши черенки полить. Я всегда поливаю сепином, всегда вам советую его использовать, потому что он помогает от стресса, помогает растению быстрее адаптироваться, стимулирует рост и корнеобразование. Достаточно 1 мл эпина на 1 литр воды. Если вы используете меньше, можно шприцом отмерять. Например, если вы разводите воду 200 мл, можете 0,2 мл залить в воду, потому что раствор всегда нужен свежий. Ну а если лишнее остается, я иногда просто в цветы поливаю то, что остается. Но это еще не весь секрет. Кто-то мне говорил, что использует то и то, но все равно ничего не получается. Я даже не знаю, как так может не получиться. Сам по себе торф, он у меня верховой, я использую Агробалт. Он воздушный и помогает хорошо корнеобразованию, и черенки в нем не гниют. Также в этом торфе уже есть нужное удобрение. Плюс стимулятором мы фитоклоном все помакали, полили эпином. Единственное, я свои черенки, так как у меня окна заняты, у меня стоят под фитолампой. Фитолампа у меня на 18 ватт. Вот в данном случае у меня тут фиолетовое свечение. Данная лампа, если я не ошибаюсь, она стоила рублей 500 одна. Она вот мощная, меньше не надо, вот именно 18 ватт. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.